Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Пришло время продолжить наш разговор о физике и психологии. Мы ведем его уже достаточно долгое время, и, надеюсь, вам содержание нашей беседы столь же интересно и приятно, как и мне. А на очереди у нас сегодня явление, получившее название «планковский период». По традиции, начиная с определения, скажу, что планковская эпоха или планковский период – это наиболее ранний этап формирования Вселенной, который может быть теоретически обоснован и описан. Эта эпоха продолжалась в течение так называемого планковского времени, что составляет от 0 до 10 в минус 43 степени секунды. И было это примерно 14 миллиардов лет назад. А что же это значит по существу? А это значит, что событие, впоследствии выделяемое как важное и особенное, в позитивном или негативном смысле, происходит мгновенно, а вот его последствия, выделяющиеся в отдельные процессы, могут длиться сколь угодно долго. Так бывает и в жизни. Что-то, и будем иметь в виду что-то негативное, случается сразу, а последствия проходят, если они вообще проходят, далеко не мгновенно. И в этом как раз заключается очередная ловушка негативного контроля. О том, что это такое, мы говорили ранее в видео о позитивном и негативном контроле, ссылка на которое должна появиться где-то в углу экрана сейчас. А ловушка эта состоит в том, что многим людям хочется, чтобы последствия негативных событий ушли столь же быстро, сколь быстро произошло само событие. При этом в расчет не берется фундаментальная невозможность подобного сценария. Как и всегда скажу, что понять желание любого человека поскорее избавиться от боли, страданий и издержек можно, но такое желание противоречит не просто какому-то здравому смыслу, а тому, как функционирует природа. Ведь о чем нам говорит планковская эпоха? А о том, что Вселенная появилась за неимоверно малые доли секунды, зато дальнейшее существование и развитие Вселенной продолжается уже 14 миллиардов лет и будет продолжаться еще неопределенно большое количество времени. Это глобальный уровень, но то же самое касается и локального, ситуаций, происходящих с человеком. Болезнь, типа рака, появляется мгновенно, но ее лечение, если оно вообще возможно, требует времени, иногда долгих лет. Завершение отношений и расставание происходит мгновенно, но психологическое восстановление и адаптация требуют значительного времени. Перелом, например, случается тоже мгновенно, но его заживление аналогично требует времени. Примеров можно приводить сколь угодно много, но суть их сводится к тому, что мгновенно полученный ущерб возместить, если и можно, то только по прошествии времени. И в этом заключается процесс адаптации. Совсем коротко говоря, травма мгновенна, адаптация долгая. Подводя итог, скажу, Вселенная до сих пор проживает последствия планковской эпохи. И да, у людей, конечно, нет 14 миллиардов лет, чтобы пережить расставание или горе после смерти близкого, но нужно понимать, что сознательное или бессознательное желание как-то ускорить преодоление негативных состояний ни к чему хорошему не приведет, наоборот. Чем больше человек пытается заторопить наступление улучшений, тем больше он тратит сил, которых и так за счет травмирующего события дефицит. А это по цепочке приводит как минимум к увеличению времени, необходимого на восстановление, а как максимум к усугублению травмы. Сколько времени нужно конкретному человеку в конкретной ситуации неизвестно, как и Вселенной неизвестно заранее, сколько времени ей потребуется, чтобы пройти свой путь. Однако она не торопится и идет по нему, и каждому из нас не нужно торопиться. К слову, тот же принцип касается и психологической помощи. В силу очевидных причин, которые не зависят от психолога и его инструментов, человек будет проходить процесс своей адаптации в своем ритме. Поэтому обещания помочь за 2 часа или помочь за 2 года одинаково ложные, вводят в заблуждение, потому что срок получения результатов зависит не от психолога, а от способности психики клиента к адаптации. Поэтому, например, я, прогнозируя длительность работы,
Делаю это с учетом того, что в процессе я обучу человека инструментам помощи, которыми он сможет при необходимости пользоваться самостоятельно, уже без наших с ним встреч, потому что длительность пути к итоговой адаптации зависит от него. На мой взгляд, каждому человеку имеет смысл прислушиваться к реальности и отказываться от идей, что он лучше или быстрее Вселенной может адаптироваться к неожиданным и часто болезненным переменам, или что Вселенная каким-то образом должна именно в его случае совершить чудо и стереть всю боль мгновенно. Путь адаптации требует не только интереса и исследовательской активности, но и времени. Вот об этом всегда нужно помнить. Ну а я здесь буду видео заканчивать и напомню, что под данным видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!